Дарксайд, без сомнения, самый страшный и популярный злодей во вселенной DC. Этот тиран правит суровой планетой Апокалипс и командует чудовищной армией парадемонов. Мы читаем комиксы о нем уже более 40 лет, и за это время он много раз угрожал всей галактике. Только объединенная мощь всей Лиги Справедливости может его остановить. Интересной особенностью характера Дарксайда является то, что, несмотря на его огромную силу, он очень часто действует из тени, манипулируя другими существами. Он – великолепный стратег, а мощный сплав чудовищной силы и непревзойденного интеллекта делает его одним из величайших злодеев в истории комиксов. Очень скоро мы увидим фильм «Лига Справедливости» версии Зака Снайдера, в котором ожидаем появления Дарксайда. А пока я хочу рассказать вам несколько интересных фактов о нем, которые помогут вам лучше узнать этого персонажа. Погнали! Номер 1. Впервые Дарксайд появился в комиксе «Приятель Супермена Джимми Олсен» номер 134. Учитывая, что Дарксайд один из самых эпичных злодеев во вселенной DC, и то, что он имеет привычку появляться в масштабных межзвездных событиях, было бы логичным предположить, что впервые Дарксайд появился в одной из флагманских серий DC. К примеру, в Лиге Справедливости, или в Супермене, или хотя бы в Зеленом Фонаре. Так ведь нет. Впервые Дарксайд появился в комиксе про Джимми Олсена, того самого, который работает фотографом Daily Planet. Не удивляйтесь, но Джимми Олсен был героем своей личной ежемесячной серии, и именно на страницах этой серии впервые появился Дарксайд. А между прочим, за 20 лет вышло аж 164 номера этого комикса. Номер 2. Дарксайд является частью четвертого мира. Я уверен, вы слышали о Дарксайде и о планете, на которой он живет, Апокалипс. Но Дарксайд также является частью четвертого мира, созданного легендарным писателем и художником Джеком Кирби. Четвертым миром называют место обитания новых богов, божественной расы, живущей в отдаленных уголках космоса. Четвертый мир включает в себя две планеты, населенные добрыми и злыми богами. Эти боги ведут между собой постоянную войну. Место их обитания настолько удалено от известных нам пределов, что фактически можно считать, что они находятся в другой вселенной. Четвертый мир отдаленно похож на Асгард из вселенной Марвел. Номер 3. Создатели Таноса вдохновлялись Дарксайдом. Мы все знаем Таноса. Большой, страшный фиолетовый мужик, враг Мстителей, собиратель камней бесконечности. Серьезный космический злодей и одно из самых сильных созданий во вселенной Марвел. Ничего не напоминает? Да-да, создателей Таноса во многом вдохновил Дарксайд. Впервые Танос появился в комиксе «Железный человек» номер 55 за авторством Джима Старлина в 1973 году. Старлин рассказывал, что ему понравилось, что делал Джек Кирби со своим четвертым миром DC, и он стал придумывать что-то подобное. Старлин говорил, что в первых вариантах Танос был намного меньше и больше походил на Метрона, еще одного персонажа, придуманного Джеком Кирби для четвертого мира. Когда редактор увидел Таноса, он сказал: «Сделай его больше. Если уж ты решил украсть одного из новых богов DC, так укради самого классного из них, Дарксайда». Номер 4. У Дарксайда есть брат по имени Дракс. И у Marvel, и у DC за много лет существования их вселенных было много похожих персонажей. К примеру, в обеих вселенных есть лучники, Ястребиный глаз и Зеленая стрела, есть морские повелители, Аквамен и Немор, и даже есть персонажи с одинаковым именем, Капитан Марвел. Так что нет ничего удивительного, что у обоих студий есть персонаж по имени Дракс. И если про одного из них, члена Стражей Галактики, нам хорошо известно, то про персонажа DC мы знаем намного меньше. Дракс этой вселенной также известен как Бесконечный Человек, и он брат Дарксайда. Вернее, был братом. Сейчас попробую пояснить. Дарксайд, в то время известный как Принц Уксос, был вторым в очереди на трон Апокалипса. Он планировал захватить власть над планетой, и когда его брат Дракс попытался использовать Омега-силу, Уксос убил его и захватил власть. После этого Омега-сила превратила Уксоса в известного нам Дарксайда. Дракс, который на самом деле сильно обгорел, но не умер, был спасен и вылечен Астором, могущественным воином с другой планеты. И именно Астор сделал Дракса новым Бесконечным Человеком. Номер 5. Сын Дарксайда Орион дважды был членом Лиги Справедливости. Орион – второй сын Дарксайда. В детстве его обменяли на Скотта Фри, Мистера Чудо, в попытке установить мир между враждующими планетами Новый Генезис и Апокалипс. Он не был воспитан Дарксайдом, а вместо этого был воспитан как сын Верховного Отца Изая и научился контролировать свою ярость и гнев, став самым могущественным воином, которого когда-либо знала эта планета. Но кровь Дарксайда все равно давала о себе знать, и Ориону всегда трудно было контролировать свою жестокость. Орион был членом двух разных команд Лиги Справедливости. В 1990 году он ненадолго присоединился к команде во время серии Гиффина и Дематейса. Затем, в конце 90-х,
Он и Большая Барда, еще один воин Апокалипса, присоединились к команде во время серии Гранта Моррисона. Моррисон, как известно, является ярым фанатом Джека Кирби, и на протяжении своей карьеры он много раз использовал персонажа Четвертого мира. Номер 6. Дарксайд сражался с Галактусом. В 90-х DC и Marvel шокировали фанатов, выпустив серию кроссоверов. Было очень много сражений, о которых фанаты не могли и мечтать. Супермен против Халка, Бэтмен против Капитана Америки, Зеленый фонарь против Серебряного серфера и многие другие. Среди множества вышедших серий была одна, написанная и нарисованная Джоном Бирном под названием «Дарксайд против Галактуса. Голод». История была довольно простой. Дарксайд – воплощение зла, темный повелитель Апокалипса и одно из самых страшных существ в галактике. Галактус – пожиратель миров и тоже одно из самых страшных существ в галактике. А что произойдет, если Галактус захочет проглотить Апокалипс? Правильно, великая космическая битва, в которой также участвовали Орион и Серебряный серфер. Номер 7. Дарксайд был одним из главных злодеев в игре Mortal Kombat против вселенной DC. В 2008 году вышел файтинг Mortal Kombat против вселенной DC, который объединил в себе персонажей двух вселенных. Игроки могли устраивать поединки, о которых раньше не могли и подумать. Джокер против Сабзира, Флэш против Рейдена, Чудо-женщина против Скорпиона. Плюс ко всему в игре был неплохой сюжет, написанный Джастином Греем и Джимми Палмиотти. Игра начинается с того, что Дарксайд, побежденный Суперменом, пытается скрыться через портал, но его поражает тепловой луч Супермена. В то же самое время, но в другой вселенной, в Шао Кана, пытающегося сбежать через портал, попадает молния Рейдена. Все это приводит к объединению двух вселенных, причем Дарксайд и Шао Кан тоже слились в одно существо и стали воплощением абсолютного зла – Даркканом. Номер 8. Однажды Дарксайд убил Бэтмена омега-лучом. Почти каждый серьезный супергерой любой вселенной хоть раз умирал и снова возвращался к жизни. В этом нет ничего плохого, мы любим комиксы в том числе и за это. В конце концов, такие события повышают продажи комиксов, а мы и так знаем, что рано или поздно наш любимый герой вернется. Само собой, Бэтмен тоже несколько раз умирал, в том числе и по вине Дарксайда. В сюжете «Финальный кризис» Бэтмен выстрелил в Дарксайда радионовой пулей, что уже очень необычно, ведь мы знаем, как сильно Темный рыцарь не любит любое оружие. Одновременно с этим Дарксайд убил Бэтмена своим омега-лучом. Вернее, всем показалось, что Бэтмен был убит, хотя на самом деле омега-энергия переместила его во времени в доисторическую эпоху. Ему пришлось отправиться в путешествие, которое растянулось на 6 выпусков, после чего он вернулся и снова примерил свой плащ. Номер 9. Дарксайд не первый правитель Апокалипса. Кажется, что Апокалипс и Дарксайд неотделимы друг от друга. Иногда некоторые глупцы пытаются захватить власть над планетой, но для большинства фанатов Дарксайд единственный истинный правитель Апокалипса. Но на самом деле он не был первым правителем этой планеты. В комиксе Джека Кирби «Новые боги номер 7» немного раскрывается история новых богов. До того, как прийти к власти, Дарксайд был никем, скромным и послушным сыном королевы-тирана Хегры. Когда Дарксайд тайно женился на колдуне Сули, Хегра отравила ее. Большинство подданных Хегры считали Дарксайда жалким подхалимом. Его дядя, Степенвульф, подозревал, что Дарксайд не такой простак, как им кажется, но даже он недооценил потенциал своего племянника. Степенвульф и Хегра осознали всю степень коварства Дарксайда только после того, как он захватил власть над Апокалипсом. Номер 10. Одно из главных оружий Дарксайда – уравнение антижизни. У Дарксайда есть очень много различных способов, как навредить врагу. У него есть омега-лучи, которые он пускает из глаз или из рук. Он может перемещать себя и других во времени и пространстве. Он невероятно силен, у него чудовищно быстрая реакция. Он может изменять свои размеры, обладает телепатией, телекинезом и, наконец, он бессмертен. Да, у него есть вообще все силы, которые можно представить. Но его самое сильное оружие не имеет ничего общего с суперсилой или чем-то подобным. Это всего лишь математика. А если точнее, математическое уравнение антижизни. Уравнение антижизни – это формула, с помощью которой можно получить полный контроль над умами живых существ. Принято считать, что это уравнение является математическим доказательством бессмысленной тщетности жизни. Формула раскрывается в мини-серии Гранта Моррисона 2008 года «Финальный кризис». Эта формула очень большая, и я не буду приводить ее здесь полностью. На всякий случай, мало ли что. Могу лишь сказать, что в этом уравнении есть такие элементы, как одиночество, страх, отчаяние и осуждение. Режиссерская версия Лиги Справедливости выходит совсем скоро, и я очень надеюсь, что увижу там Дарксайда. А вы ждете его? Напишите в комментариях. А на этом у меня все. Любите комиксы, смотрите комиксы, читайте комиксы. Пока!